Друзья, всем привет! Новый день на Тенерифе, и сегодня я хочу поехать посмотреть на местные красоты, а именно на ущелье Маска. Почитав в интернете, я нашла информацию, что там проводилась реконструкция с 2018 года, по-моему, но сейчас ущелье Маска вроде как открыто по выходным, но ограниченное количество народу, и туда нужно покупать билет заранее. То, что я увидела на их сайте, билетов уже в продаже не было на декабрь. Ну, посмотрим хотя бы со стороны. Остановилась здесь сделать такой стоп-фото. Вот такая красота. Ну что ж, сажусь в своего железного коня верного, который тут преодолевает серпантины, и еду дальше. Друзья, еще один стоп. Мы уже заехали достаточно высоко в горы. Здесь такие красоты, дорога такая живописная, что хочется просто везде останавливаться, снимать, не прекращая. И хочу вам заснять дорогу, потому что серпантины, здесь просто один сплошной серпантин, начиная от моего отеля и повсеместно. Ехать, конечно, сложно. Поэтому, если у вас есть какие-то сомнения по поводу своего вождения, наверное, лучше тачку не брать. Хотя она дает значительную свободу действий. Посмотрите, это апельсины или мандарины. Ничего себе! Я в первый раз вижу в природе. Вот такая красота, по которой я еду здесь. Сегодня воскресенье, машин очень мало, так что ездить удобно. Все водители достаточно вежливые, никто особо не гоняет. Все уступают друг другу, поэтому в этом плане здесь отлично. В такую красоту приехала. Посмотрите. Ветер жуткий дует. Буду переодевать штаны и кроссовки, потому что шорты мои здесь ни к чему. Наверное, нет смысла что-то говорить, потому что ветер такой, что меня не будет слышно. Это же что-то невероятное. Тенерифе. Идеальный остров с прекрасным климатом и зимой, и летом. Лучшего места для отдыха просто не найти. Он подойдет как любителям пляжного отдыха и серфа, так и любителям природы и хайкинга.
На острове нет резких перепадов температуры, и он идеально подходит для тех, кто не переносит тропической жары и высокой влажности. Лично я обожаю долгие прогулки на природе, а Тенерифе просто рай для любителей хайкинга. На острове около 80 официальных маршрутов, и все они отлично промаркированы. По пути вы встретите информационные стенды с картами, столбики с указателями и метки на камнях. Ну а виды вокруг просто сводят меня с ума. Этот остров запал мне в самое сердце. Тут с каждой секундой все краше и краше становится. Я просто не могу. Куда ни посмотри. А вот там, я так понимаю, уже это ущелье Маска. До него уже чуть-чуть осталось. И вдалеке видно уже соседний остров. Фу, задувает ужасно. Подниматься жарко. Погода максимально странная. В тени холодно. На солнце жарко. Ветер холодно. Нет ветра, жарко. Такой подъем на вершину. Это что такое? На кофе похоже. Может, кофе? Кто у нас знаток растительности? Смотрите, красненькие такие. Какие-то ягодки. В общем, друзья, я не знаю, насколько Тенерифе для пляжного отдыха. Ну, потому что если кто-то любит какие-нибудь тропические океаны, например, индийский, ну, чтобы была тепленькая водичка, здесь водичка прохладная. Примерно как в Черном море. Но для прогулок, для любителей хайкинга, это просто какой-то рай. Здесь куча тропинок, куча разных маршрутов, разные сложности. Красоты просто неописуемые. Тут бегуны бегают даже по такой тропинке, представляете? В общем, еще большой плюс в том, вот хотела сказать, что здесь нету всяких ядовитых гадов. Так что можно совершенно спокойно гулять, не опасаясь, что тебя кто-то укусит, ужалит, и ты помрешь, как в тропиках. Поэтому здесь можно спокойно сворачивать с тропы и идти. Ну и погода. Здесь нет таких резких перепадов температуры. Зимой и летом она примерно одинаковая. Где-то 25 градусов летом. А зимой, вот сейчас в декабре, здесь 22-23. Примерно все время одинаковое. Поэтому этот остров называют, и вообще Канарские острова называют островами вечной весны. Поэтому здесь сезон круглый год. И дождей, вот обещали по прогнозу дожди. Дождей либо они ночью шли, либо они где-то в океане прошли. Сегодня обещали целый день дождь, нету. Все сухо. Облачка красивые. Вообще супер. Поэтому, кто любит гулять, однозначно советую. И по сезону в любое время можете приехать, независимо от времени года.
Вот там, друзья, вот там виднеется вулкан Тейде. Потухший вулкан, самая высокая точка в Атлантике. Высота 5 с чем-то тысяч метров. На него тоже есть восхождение. И, конечно, я тоже хотела взойти. Но, опять же таки, билеты надо бронировать аж за 2 месяца. Потому что восхождение там платное. И чтобы не было, видимо, толп туристов, все это контролируется. Поэтому, если вы планируете сюда поездку, то совет сразу всякие ущелья Маски и вулкан восхождения. Надо заранее покупать билеты. Ну, может быть, получится просто туда съездить и на канатке проехаться. Там есть канатная дорога, фуникулер. Это я тоже сделаю обязательно. Посмотрим. Туда нужно одеваться очень тепло, так как этот остров Тенерифе имеет много климатических зон, то здесь от тропических деревьев там и жары плюс 25 до минусовой температуры в горах и снега там в вулкане рядом, на вулкане, на вершине. Поэтому, если вы планируете туда поехать, берите курточку с собой теплую, шапочку, перчатки, утепляйтесь. Но это я уже расскажу, когда поедем туда. То я все сразу в кучу, потому что много эмоций. Все так здорово, так необычно, так красиво. Делюсь с вами, прям поток мыслей. Облаков забрались. О, вот здесь хоть немножечко ветра нету. Ветер настолько сильный, что просто с ног сдувает. В общем, вершины почти достигла я, и здесь океан практически на 360 открывается. Маршрут, наверное, километра, не знаю, может быть 3. Не знаю, надо посмотреть, там была табличка вообще, надо почитать, что там написано. Потому что я, как всегда, пошла. Ничего не прочитала, куда иду, сколько, что. Вот такая здесь аллейка. И ветра нету, успокоился. В общем, тропа продолжается куда-то дальше, вперед. Я решила, уж раз пошла, надо идти разведывать до конца. Какие-то туристы навстречу прошли. Но там, где самая красота, просто невозможно снимать. Там просто выбивает камеру из рук. Ветер такой сильный. Дальше. Вот что нас ждет. Но здесь уже вроде не так круто. Я не знаю, правда, где конечная точка этого маршрута. Непонятно. Ну, чуть-чуть еще вперед можно
В какой-то лес пришла, друзья. И вон люди еще поднимаются. Короче, дурная голова ногам покоя не дает. Такой лес. Здесь уже прогулки туристов. И все, уже вон вниз пришли. Ну это уже все, вот лес такой. Из каких-то деревьев. Что это за деревья? Не знаю. Ну красиво. Чувствую, до ущелья Маски не доберусь такими темпами. Но я не смогла удержаться, потому что всегда, когда куда-то выезжаю на отдых, у нас в основном был пляжный отдых. Ну или экскурсии централизованные. А там от маршрута далеко не отклонишься. Это я имею в виду поездки какие-то заграничные или по путевке. А здесь-то я вообще сама себе предоставлена. Поэтому я могу вообще делать все, что захочу. И вот такой у меня порыв душевный. На первую попавшуюся тропу свернуть и идти. Но так как у меня проблемы с тем, чтобы остановиться и повернуть назад, то вот приходится идти. О, смотрите, там забор какой-то. Запретная зона. Hola. Так, ну вот я пришла в какую-то остановку. Посмотрите, здесь какой-то пруд. Вон какой-то пруд, смотрите. Это что за запруда? Запретная. Сходите, что ли, посмотреть. Смотрите. Даже настоящее облако. Офигеть. Посмотрите, вон они прямо над нами. До такого места я дошла. Я думаю, что смысла идти куда-то дальше уже нет. Поэтому я ворочу обратно. И дальше поедем смотреть ущелье Маска, в которое нам, скорее всего, не удастся попасть, но зато вот такой маршрутик красивый прошли. Здесь так классно, смотрите, раз, и из таких скал в лес заход. Так, ну все, я спустилась, немножечко притомилась. В общем, это природный парк Тена, и маршрут называется Камино де Баракан. Там была табличка. По протяженности я так и не посмотрела, но 2,5 часа можно рассчитывать на прогулку. Бутылку воды с собой берите и удобную обувь. Так что так, поехали дальше.